вычерпав до дна свой дар, чтоб в монстре разглядеть мужчину, спит в темном замке юная жена, а он уходит в ночь искать причину. Скрипела дверь, и Клавдия вошла, неся поднос, где пар свивался тонко. В отваре мята, фокра, чуть тепла, чтоб жар унять и поддержать девчонку. И Ильич застыл сквозь холод, словно лед. Пробился запах трав и терпкой хвои. Он чувствует, и мир опять живет, срывая с чувств тяжелые устои. Ты присмотри за ней, пока я там. Он прячет взгляд, в котором слишком много. Брата ее вы пойдете спасать. Служанка щурится светло и строго. Спасать! Он фыркает, ему бы уши стоило надрать. Он взрослый маг, бросил все на лаве. Но я пойду, придется вычищать тот хаос, что мой брат в стране оставил. Ты не бросай ее ни на момент. Ее резерв истощен до предела. Используй каждый светлый элемент, чтоб магия внутри опять запела. Зажги камин, пусть будет здесь тепло. Прогрей весь замок, вычисти углы. Найми прислугу, чтоб все на лад пошло. И повторяю, не мой самополы. Включи кристаллы, чтобы тьму снесло. А то живем среди этой затхлой мглы. Служанка светится, давно пора. Я Финца снарядила на охоту. Он в подземельях с самого утра вам наловил крыс свеженьких без счета. Десятка хватит, Лич поморщил нос, скрывая за усмешкой содрогание. Кто больше псих из нас? Смешной вопрос. 4 хватит мне для пропитания. Проклятие лепит из людей зверей, стирая грани, выжигая память. Но честь не гнется у глухих дверей. Ее нельзя ни подкупить, ни ранить. И если тьма сжимает свой оскал и душу рвет на части без возврата, он монстром был, но монстром он не стал, оставшись верным кодексу когда-то. Восстановив истраченный резерв весьма противным первобытным актом, он в кабинет заходит словно нерв, готовый бить по выверенным фактам. Включает свет, срывает плотный шелк, впуская в комнату ночной стылый ветер. Он слишком долго прятался, как волк, и не был в этом кабинете. Садится в кресло, смахивает пыль, кладет ладонь на артефакт массивный. Отброшена слабость, иллюзии, быль.
пыль. Настал черед политики активной. В его уме структуры и ходы, в его глазах просчитаны схемы. Чтобы уберечь жену от злой беды, придется вскрыть гниющие проблемы. Зажегся камень вспышкой колдовской, символика легла в узор сплетений. И над столом с холодною спиной возник Ванри из сети отражений. Бывший приятель, нынешний глава все той же канцелярии секретной. Ну как, Ванри, мои в чести права? Меж мертвых кресла в должности заметной. Ванри спокоен, в самый раз сидит. Чего хотел ты, лич отшельник беглый? Не верю я в твой дружеский визит, твой интерес к делам обычно блеклый. Хочу напомнить, усмехнулся маг, ты на крови присягу приносил. Пускай Наргон теперь твой князь истяк, порвать со мной Ванри не хватит сил. Служи ему, веди его устав, но ты все так же мой со всеми потрохами. Присяга держит намертво, связав несримыми, но крепкими цепями. Ванри прищурился, как поздно вспомнил ты. Когда бежал о помощи, молчал. А что сейчас? Престол, предел мечты. О власти лич внезапно возмечтал. Ты ж ненавидел весь этот кошмар, и в княжеский совет и не лез на трон. Мне трон не нужен, рыкнул Картакар, я к власти не стремлюсь со всех сторон. Дурак! Ванри сказал ему в ответ: ты был бы лучшим князем, это факт. Без чистопырства бы сбежали бед. Пока ты человеком был, я чтил твой такт. Наргон на троне только потому, поверь, что больше некому открыть престола дверь. Политику снаружи держит цепко, но изнутри он превращает княжество в бедлам. Бросает хаос все, что было крепко. Мне будь не нужен, кем его менять, скажи-ка нам. Нет ни наследников законной, нет замены. Чужому клану власть не передать, чтоб наши недруги не проломили стены. Приходится стабильность сохранять. Власть опирается не на венец, а на людей, чья клятва не сгнила. Когда в безумие падает дворец, законность выгорает вся дотла. Предательство вершится в тишине, где каждый шепот маскирует яд. Трон может гордо выситься вовне, но изнутри колонны уж дрожат. Ванри хмурится карти, ответь без пустой круговерти. Что стряслось в те недели, когда ты бесследно пропал? И откуда в тебе эта аура магии смерти? Как ты личим разумным и выжженным стал? Был арест, хмыкнул лич, я гнил в глухом подвале. Меня поили дрянью, отравляли кровь. Потом камням цепями приковали. Им нужен был покорный маг, без лишних слов там был Наргон. Саманта, тайный круг, посол отводников и младшая из зрячих. Они сковали тело в сотни рук, вживляя контур в разум мой горячий. Чтоб я исполнил отданный приказ, но ритуал взорвался, вздыбилась земля. Я стал не куклой, неуемным личем. Я брата тронуть не сумел бы, зло тая
друзья, и те, опомнившись жестоким безразличием, ошейник защелкнули, бросили на дно. Но им сломать меня не суждено. И лаборатория был преднамерен тот саботаж, что с Лисаном сейчас. Твой князь параноик ни в ком не уверен. Ванри отозвался, ломает боясь. Лисану давно он ни капли не верит. Держит в гостях, заперев на засов, и клятвой на крови лояльности мерит. Да только Мерстины не знаю таков. Лич замер в уме, его шахматной сеткой опасная схема явила свой счет. Удар по лови был задумкой меткой. Не страх и не месть, а холодный расчет. Хотели заставить Лисана сломаться, втоптать южный клан — это злая игра. Я ранен был, так не успев разобраться, за что и плачу, выясняй же пора. Что водники шепчут, Саманта хитрит, не князю ли льет свой отравленный яд. На южном же клане держава стоит, а брат ему слепо пустил под удар. Ванри вздохнул: ты зря для брата ищешь оправдания. Послушай, старый друг, совету передай. Мерстинов древний род, основа процветания, фундамент, на котором держится наш край. Лис некромант, каких не видел этот свет. Супруга у него сильнейшая из ведьм, Алловедия, видящая души. Ее секрет — опасная загадка, в которую не сметь лезть грязными руками. Смерть его сестры могла взорвать их клан, пуская пламя горя. А ваш совет молчит, спокойный до поры, смотря как князь ломает леса в этом споре. А если я сорвусь, безумцем стану сам, кто сможет мой оскал и голод усмирить? Один Лисан способен дать отпор моим рукам, и только он сумеет Лича остановить. Скажи совету брата моего не сметь карать. Наргон не идиот, он был умен и точен. Проверь, Ванри, кто стал им тайно управлять. Не стал ли он марионеткой обесточен? Саманку вон! Ищите суженую князю, чтоб этот морок разорвать на белом свете. Я лично выжгу вашу теневую грязь. Вы за Мерстинов предо мной теперь в ответе. Прищурился, с чего такой запал? Зачем взвалил на плечи это бремя? Ты в эти игры сроду не играл, не за красивые ж глаза теряешь время. Лич рассмеялся сухо, без тепла, стянул рукав, не пряча больше тайны. Там вес браслета искрами текла, связав две силы вовсе не случайно. За эти вот глаза отрезал Лич. Единственные, что меня не судят, она моя жена, Ловедия Кич, и горе тем, кто гнев во мне пробудит. Мое спокойствие, спокойствие страны, сунетесь к ней, я головы сверну. Скажу, что так и было для отчета. Отныне южный клан не даст слабину. А кто их тронет, станет трупом с
задумчиво задал вопрос. Уверен, что Лави хотели убить. Ответил Ильич сухо, нахмурясь всерьез: я все осмотрел, здесь нечего скрыть. На южных землях окровавленный тракт. Не я этот мерзкий обряд замышлял. Был совершен оглушительный акт, и 3 людей пали там наповал. Жрецы от людей выставят жесткий протест. Там выпили жизнь подчистую из мест. Там были наемники, княжий указ взять Лави, под стражу отправить в подвал. Все это лишь ширма для отвода глаз. Они сами выполнили ритуал. Они собирались Лаведию убить, повесить весь грех на некромантку деву, а Лисану ту же петлю закрутить, чтоб он подчинился чужому напеву или сгнил в темницах. Но я полигон законсервировал, сила застыла, чтоб сыскной отдел, что пришлет нам Наргон, не смог извратить все то, что там было. Опасней не чудовище во тьме, что скалит зубы яростно рыча, а тот, кто ставит штампы на письме, чтобы узаконить выбор палача. Скрывая зло за гербовой печатью, они вершат свой суд из-под тишка и судят тех, кто послан им проклятием, но сам не совершал убийств пока. Твоя главная цель — отстранить княжий сыск, и Лисана верните немедля в свой клан. Объясни мне, Карти, этот гибельный риск, как ты сам представляешь безумный свой план. Тяжело покачал тут Вандри головой. Как спасти мне Лисана? Бери-ка с собой. Дай минут ровно 20 ему на сбор. К полигону пусть выстроит магии створ. Мы сойдемся на месте и без возражений. Расскажи ему сразу о статусе новом. Пусть Лисан избегает поспешных решений. Лави стала женой, мне повязана словом. Стой, Карти! Крик Вандри разорвал тишину. Свет погас, погрузив артефакт в пелену. Оборвался контакт, Картакар, взвесив шаг, свой портал распахнул и шагнул прямо в мрак. Начинается счет, время песком утекает во мрак. Тот, кто затеял кровавый расчет, скоро узнает, кто истинный враг.